Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Предлагаю вам связать этот летний топ, словно сотканный из нежности природы и утонченного шика. Его отмечает натуральный состав, идеальное сочетание 50% льна, 50% хлопка создает поистине королевское полотно, которое нежно ласкает кожу и дарит ощущение прохлады в самые знойные дни. Обратите внимание, используется вертикальный ажур, который словно играет со светом, создавая неповторимую игру теней на теле. Обратите внимание на мелкие блестящие вкрапления пайеток, добавляет образу загадочности. Такая изюминка ненавязчиво мерцает в лучах солнца, создавая эффект звездной пыли. Топ связан в благородном бежевом оттенке, кофе, подчеркивает природную натуральность материала этот цвет, делает образ максимально органичным, элегантным. Считаю этот топ воплощением легкости и воздушности. Я в нем себя чувствовала очень комфортно. Он словно парит над телом, даря свободу движений, комфорт. Так получилось, что я связала себе, можно сказать, идеальный подарок долгожданному лету. Легкий, воздушный, натуральный и стильный топ. Позволила себе роскошь быть неотразимой в этом удивительном творении природы и человеческого мастерства. Сегодня я вам расскажу, каким образом связать этот топ. Он подходит для вязания на российские размеры 44, 46, 48. Я расскажу вам последовательность вязания этого топа, основные моменты, то есть у нас будет схема и выкройка. И, конечно же, остановлюсь особо на выборе пряжи для данного изделия. Вот таким образом выглядит у нас схема вязания. 15 петель, ширина раппорта, 10 рядов, высота раппорта, условное обозначение, вертикальная черта, лицевая петля. Вот этот треугольник прямоугольный, 2 вместе лицевой с наклоном вправо и зеркально-симметричный треугольник, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Круг – это накид, крестик обозначает платочная вязка. Также у меня есть текстовое описание, которое я всегда выкладываю под видео. Топ вяжется на 3 размера сразу. Можно его использовать 44, 46, 48 российские размеры. Все вот это, что тут написано, я вам сейчас попытаюсь рассказать своими словами. Для вязания этого топа я использовала 2 нити. Первая нить — это стопроцентный лен итальянского производства. В этой бобине 200 грамм было, когда я ее покупала. Лен 80% написано и 20% какая-то синтетическая тоже добавка. Ниточка очень сильно слоится. И, честно сказать, вязать я из нее замучилась. Вот вы видите, да? Посмотрите, как она слоится. И тонкими кончиками спиц приходилось, в общем-то, все время быть начеку. Вот, что я хотела показать. Очень сильно она вот так вот расслаивается. Вторая ниточка, которую я добавляла, это стопроцентный хлопок с пайеточками. Маленькими пайеточками 3 миллиметра.
И вот вместе у меня получался вот такой вот скрученная такая нить. Вязала я узор спицами номер 4, основной узор. Для того, чтобы вот эта ниточка итальянская, итальянский лен, довольно-таки она, ну, не дешевая. И я могу предложить вам обычный лен наш. Вот такая у меня еще есть бобиночка. Это стопроцентный лен, который продается белорусского производства. Я ее купила на Валберес. Вот она также подойдет. Это ниточка. В общем, любую ниточку берите натурального состава, чтобы лен был дышащий, чтобы получился топ на лето. Гигроскопичность обеспечивает именно натуральный состав. В нем будет комфортно и хорошо. То есть вот такие вот варианты я вам предлагаю, девочки, использовать. Понадобится всего 150, в моем случае 157 грамм такой пряжи. Так, и теперь давайте по тому, как я ее вязала. Вот так выглядит топ не на мне, а, скажем так, на полотне. Это очень легкий дышащий материал. Он даже шелковистый немного. Очень приятный, переливается. Вы видели, как эффектно. И не очень-то он и просвечивает. Очень приятный материал, невесомый абсолютно, очень комфортный. Даже на жару в нем вы будете просто богиня. Теперь, что касается, как я вязала. Вязала на круговых спицах топ. Начинала с нижней кромки. Вот эта нижняя кромка, 4 ряда у меня платочной вязки было начато. И 160 петель я набирала на спице номер 3. Круговые спицы номер 3. Вот. Далее перешла на узор. На спицах номер 4 вяжется основной узор. Все вы это подробно можете потом прочитать в описательной части. Схематично выглядит вот таким образом выкройка. То есть на круговых спицах вяжется у нас до момента, когда начинаем формировать проймы. Здесь мы переходим на прямые спицы номер 4. А так вяжем высоту на круговых спицах от нижней планки 21 сантиметр. В моем случае это 42 ряда. Общая ширина топа 54 сантиметра, общая высота топа 52 сантиметра. Плотность вязания в 1 сантиметре по горизонтали у меня получалось 1,7 петель. И по вертикали в 1 сантиметре 2 ряда. Это основные характеристики изделия. После того, как вы перешли на прямые спицы, вот в этой части, вам необходимо по переду и по спинке сформировать довольно-таки крутой скос плеча. Формирование скоса плеча по спинке я начинаю на высоте 42 сантиметра от нижней планки. И это составляет 84 ряда в моем случае. На плечо у меня 25 петель. На вырез горловины 40 петель. Плечо формируем следующим образом. Значит, в каждом втором ряду идут убавки. В начале 5 раз по 3 петли, следующие убавки 5 раз по 2 петли. Всего у нас получается 10 рядов убавок. В каждом втором ряду, то есть высота у нас формирование скоса плеча составляет в целом 20 рядов. Для формирования выреза горловины спинки используем 40 петель центральных. Следующим образом закрываем.
в одном ряду закрываем центральные 20 петель и далее последовательно в каждом втором ряду закрываем 3 петли, потом 2 петли и потом 5 раз по одной петле. По вырезу горловины переда формировать начинаем на том же самом уровне, что и скос плеча, то есть 42 сантиметра, равно 84 ряда. Формируем закрытие следующим образом. Также закрываем первые центральные 20 петель, затем последовательно в каждом втором ряду закрываем 3 петли, 2 петли и 8 раз по одной петле. Вот таким образом у нас с вами вяжется, в принципе, очень простое изделие. Швы у нас будут только по плечам. Вот я швы показываю, свои швы. Я выполняла швы обычным швом назад иголка. Вот таким образом. Аккуратный получается вариант. Вы можете любым другим образом. Теперь по вырезу горловины обработка у меня велась один ряд столбиками без накида, обвязка крючком номер 3. Я выполнила обвязку. Теперь, что касается обработки проймы. Я ее никак, девочки, не стала обрабатывать. Вот как у меня формировался край, видите, так я его и оставила. Я посчитала, что довольно-таки хорошо смотрится, и никакие обвязки ни крючком, ни спицами здесь абсолютно не нужны. Вот он у меня разделяется на спинку перед здесь, и вот так все и в принципе выглядит. Обработка линии проймы не понадобилась. Считаю, что все хорошо и так смотрится аккуратно. Так, в случае, если у вас очень вытянется низ, вы можете также крючком, как и вырез горловины, вот здесь стянуть, стабилизировать полотно, вот, потому что часто платочная вязка вытягивается, а натуральные нити тоже очень сильно вытягиваются. Хочу сказать, что все вот эти вот мои мерки, которые я вам сейчас рассказывала, они были у меня уже после того, как топ был постиран, то есть и он высох. Стирала я в теплой воде 30 градусов в теплой мыльной воде при температуре 30 градусов. Вот, и сушила в расправленном виде обычном. Ничего сложного в вязании этого топа нет. Схема узора составляет 15 петель. Узоры мы распределяем. У нас 12 раппортов по 15 петель по кругу. И затем разделяем по 6 раппортов. Получается, у нас будет спинка перед составлять. Вот таким узором. В общем, я думаю, что я довольно-таки подробно все это в текстовом виде выкладываю всегда под видео описание. Я думаю, что не будет у вас никаких, девочки, сложностей при вязании этого изделия. Очень хорошая, легкая, комфортный вариант. Длину вы можете регулировать под себя, конечно же. Мне вот при моем среднем росте 1,62 м, 52 сантиметра, вы видели, как на мне смотрится. Я считаю, что это оптимальная длина. Под любую юбку летнюю подойдет, под любые брюки, летние шорты подойдет такая летняя длина. Желаю вам успехов и до новых встреч!